Друзья, у нас радостное событие. Дело в том, что прибыла партия новых S6, а также G-Line. Появилось много владельцев этих автомобилей. Друзья, я вас поздравляю. Легких и ровных вам дорог. Тем, кто ждет, находится в ожидании, желаю побольше терпения. Значит, особенности движения по трассе, когда мы имеем как минимум две полосы в каждом направлении. По трассе, на которой есть четкая разметка. Такие трассы в основном между городами. Значит, какие особенности движения могут быть по этой трассе с использованием электронных помощников, таких как адаптивный круиз-контроль, интеллектуальный круиз-контроль и некоторых других, о которых я покажу чуть позже. Как правило, у нас ограничение скорости на таких автомагистралях составляет 110 км в час, плюс есть небольшой процент превышения. И автомобили с правой стороны движутся грузовики, всякие маршрутные транспортные средства. И с левой полосы, как правило, гоняют летчики, кому надо быстро. Значит, особенности движения. Включаю интеллектуальный круиз-контроль. Значит, у меня в зону действия камеры попадает центр экрана, поэтому будет видно ручка включения адаптивного интеллектуального круиз-контроля находится под переключением поворотов. Значит, я нажимаю на себя один раз, высвечивается адаптивный круиз-контроль. Второй раз нажимаю уже интеллектуальный. Для того, чтобы активировать, надо нажать рычажок вверх либо вниз. Все, пишет активировано. Дальше выбираю скорость путем нажатия вверх. Ставлю, допустим, 130. И все, к примеру, автомобиль дальше будет сам управляться. Держать в полосе. Тормозить и набирать скорость. Значит, тормозит он в двух случаях. Если мы упираемся в какой-нибудь автомобиль, вот как сейчас, его скорость заведомо ниже, чем наша. Все, на таком расстоянии уже мы определяем, что есть машина впереди, и автомобиль притормаживает наш. Все, и в таком режиме мы будем за ним плестись. Если он будет останавливаться, мы будем останавливаться. Если он будет ускоряться, то и мы, соответственно, будем ускоряться. Значит, если такой режим езды нам надоел, включаем поворот. Выходим на свободную полосу, и наша машина сама набирает скорость до того значения, которое мы установили. Удобно, ноги вообще не задействованы, работает только руль, и то придерживая. Вот сейчас будет поворот, машина притормаживает перед поворотом, она сама выбирает оптимальную скорость прохождения, и вот сама полностью проходит поворот. Ну, просят держать руки на руле. 800 метров нам дают без руля проехать. Сейчас было 10 сигнальных гудков. Это значит, мы достигли скорости 120 км в час. И каждый раз при достижении 120 км в час машина 10 раз пикает. Немножко привык уже, но говорят, что с дальнейшими прошивками эта опция будет устранена, потому что действительно она не совсем уместна. Я там понимаю, 3 раза, но 10 это перебор. Когда я двигаюсь в режиме круиз-контроля, либо одного, либо другого, у меня есть возможность надавить на педаль газа и увеличить скорость. В таком случае он не сбрасывается. Если же я нажимаю тормоз, в
таком случае круиз-контроль сбрасывается и приходится снова рычажком его активировать. Это очень важный момент движения по трассе, потому что если бы нам было необходимо совершать частые обгоны, делать ускорение, торможение, то в таком стиле езды круиз-контроль бы постоянно сбрасывался. Мы бы постоянно его включали, и торможением он бы отключался. Для чего мне нужно включать поворотник при перестроении в режиме движения интеллектуального круиз-контроля? Ну, во-первых, так необходимо по правилам, безусловно, но в разрезе нашей информации это необходимо для того, чтобы машина не ругалась, когда мы проезжаем полосу. Вот сейчас машина ругается. Она понимает это как выезд с полосы. Вот еще раз. Если включаем поворотник, она это оценивает уже как поворот, как объезд. И в таком случае не ругается. Очень долго и комфортно можно ехать. Машина сама подруливает, машина сама останавливается и набирает скорость перед автомобилем. Вы не тратите лишних усилий на управление, едете и отдыхаете. Хочу еще объяснить важный момент, по моему мнению. Опять же, я к этому всему приходил постепенно, не сразу, с опытом, находя более оптимальные способы. В городе я отключаю системы помощи, систему удержания в полосе именно. У меня остается активным предупреждение о том, что сбоку едет автомобиль, о том, что сзади может двигаться, быть какое-то препятствие. Это у меня все включено, оно сигнализирует. Но именно система удержания в полосе в городе я отключаю. Действительно, она не нужна в городе. Двумя словами, в городе не нужна. И при выезде на трассу я включаю интеллектуальный круиз-контроль, получаю удержание в полосе нажатием одного рычажка. Это делается легко. Теперь второй вариант. Когда я хочу включить системы удержания в полосе на трассе, чтобы они работали все время, мне нужно зайти в меню «Автомобиль». Давайте по каждой пройдемся. Система переднего помощника. Помощь безопасности пешеходов. Тормозит перед пешеходом, выбегающим или велосипедистом. Система безопасности при столкновении. Тормозит перед автомобилем. Или препятствием. Там, может быть даже стеной, не знаю точно. Кросс-помощь. Когда вы входите в поворот влево и пешеход переходит по пешеходному переходу, к примеру. Либо же автомобиль по встречке движется, тоже будет тормозить, система экстренного торможения. Фактически это примерно все одно и то же. Торможение перед возникшим впереди препятствием. Чувствительность у меня на стандарте. Есть 3 варианта. Низкий, стандартный, высокий. Надо будет тестировать. Вот. Это мы уже разбирали. Поддержка на полосе. Все выключено. Потому что съездить с этим постоянно в городе действительно неудобно. Боковая система поддержки, о чем я говорил, сигнализирует о возникающих сбоку автомобилях. Все включено, все нравится, все работает. Информирует только звуковым сигналом, пикает и оранжевыми лампочками на зеркале заднего вида. Система, еще раз, все включено. Мониторинг слепой зоны, предупреждение об открытии дверей, предупреждение столкновения сзади, предупреждение о перекрестном движении сзади, торможение при перекрестном движении сзади. То есть она затормозит, если у нас сзади будет препятствие. Я хочу эту функцию потестировать, как она будет тормозить сзади. Информация о дорожном знаке я отключаю, потому что мне эта функция не нравится, лично, индивидуально. Значит,
вернемся к поддержке на полосе. Каждый раз заходить в меню и включать действительно неудобно, поэтому у нас есть два варианта. Либо включать одним нажатием рычажок, перевести в интеллектуальный круиз-контроль, тогда мы получим удержание в полосе, либо вот путем вот этих вот манипуляций заходить сюда и все активировать. Я сейчас включу функция помощи на полосе. Спрашивает, как мы хотим предупредить. Это значит, при выезде с полосы она нас предупредит. Вот, тут есть варианты. Просто предупредит. Есть вариант вмешается, то есть сама вырулит. И третий вариант будет контролировать машину и держать ее посередине полосы. Также будет выполнять предупреждение. Окей, давайте оставим этот вариант. Экстренное сохранение в полосе. Включим систему удержания полосы. Вот это вот я буду на трассе проверять, когда она сама перед грузовиком или большой машиной будет пытаться принять влево. Вот это будем проверять, как работает. И также режим предупреждения может быть звуковой, вибрация руля и звук и вибрация. Вибрация руля такая достаточно мощная, но мне лично не нравится, поэтому я выбираю только звук. И также три варианта чувствительности. Ставлю на стандартные, потому что пока еще в процессе тестирования. Все, выйдем на трассу и покажу, как едет автомобиль, если мы не включаем круиз-контроль, но включаем просто удержание, все системы удержания в полосе. У нас есть такой вариант, при котором мы, двигаясь до 15, по-моему, 20 км в час, поворачивая руль или включая поворот, камера выводит изображение с правого или с левого зеркала. Понятен смысл, да? Она автоматически включается. Включаю поворот, она включается. Вы знаете, иногда это очень сильно отвлекает, особенно когда ты едешь в чужом городе по навигатору, и когда тебе нужно на перекрестке посмотреть, знать, куда повернуть, и включается эта штука. Она действительно сбивает с толку, поэтому я ее отключаю. И очень часто вы спрашиваете, где отключить эту штуку. Сейчас покажу. Кстати, хочу сказать, она у меня как-то сама иногда активируется. Сама переходит в активное состояние. Так, где отключить? Надеюсь, видно будет на камере. Автомобиль. Парковка. Статус АВМ. Автоматическое включение указателя поворота. Сейчас двигаюсь с включенной поддержкой удержания в полосе в городе со скоростью 25-30 км в час. Машина полосы определяет, но никак не реагирует. Потому что скорость маленькая, она не активируется. Тем самым она нам не мешает, по крайней мере. Это уже радует. Все, полосы определяет, но не реагирует на них. Я двигаюсь по городу с включенными функциями удержания в полосе. И при маленькой скорости до 60 км в час функция удержания в полосе не работает. Полосу рисует, показывает, определяет, но не активно.
двигаясь в городе с полностью включенными системами удержания в полосе, начинает работать от 60 км в час, хотя до этой скорости вот активно. Пытаюсь выехать, удерживает, не дает выехать с полосы, сама подруливает и издает звуковой сигнал. При скорости меньше, чем 60 км в час, неактивно. Это видно по серым или зеленым полоскам на мониторе. Эта система предупреждает, что у меня справа автомобиль сзади. Будь осторожен. Очень удобная вещь. Сама подруливает, пытается удержать в полосе. Знаете, вот делая тест для ролика, сейчас включил систему удержания в полосе в городе, когда это возможно, и по большому счету готов пересмотреть свое отношение. Я считаю, что вполне это может быть, вполне на этом можно ездить и оставить активным. То есть раньше у меня было отношение такое, что лучше бы отключить. Сейчас у меня отношение такое, что включить можно в городе. Хотел бы вернуться к теме расхода топлива. Эта машина позволяет, при вашем желании, позволяет экономить топливо, если вы будете ездить как бы в режиме, ну, грубо говоря, обкатки, да, не давая больше 2000 оборотов, 2-3. При этом вы в городе будете за счет крутящего момента чувствовать себя неплохо в плане того, что будете на светофорах уходить первыми и не будете себя чувствовать ущемленными, так сказать. Но при этом будете экономить топливо. С другой стороны, машина обладает мощным, относительно мощным двигателем, и все равно захочется этим пользоваться. В таком случае расход топлива будет повыше, потому что закон сохранения энергии, как говорится, работает, и для того, чтобы ускоряться, нужна энергия, нужно топливо. Дорога отвратительная, но
Ходовая, по моему мнению, прекрасно отрабатывает все. Особенно с учетом покрышек Мишлен. По моему мнению, прекрасно проходит. Кто бы что ни говорил, но ходовая настроена в средних таких параметрах, в средних значениях, не мягкая, но и не жесткая. Полностью соответствует характеру автомобиля. Я здесь могу точно сказать, потому что был опыт вождения разных автомобилей. И недавно был на тест-драйве спортивных автомобилей. Мне подвеска здесь очень нравится. Как я говорил ранее, при езде с интеллектуальным круиз-контролем машина в поворотах притормаживает, и это не всегда мне нравится. Когда же круиз-контроль отключен, но включены системы удержания в полосе, я могу на скорости без притормаживания проходить повороты. Машина сама будет держать в полосе. Рекомендую в данном случае сильно не увлекаться и все равно быть начеку. Вот, то есть она скорость не сбрасывает, потому что не может, но зато подруливает. Полностью подруливает. Хорошо было бы совместить эти две способности так, чтобы машина проходила поворот не притормаживая. Еще раз хочу повториться, будьте внимательны в поворотах, не доверяйте полностью системе. В общем, как я понял, просто удержание в полосе недостаточно для того, чтобы определять автомобили. Поэтому сейчас включим интеллектуальный круиз-контроль и посмотрим, сможет ли определить машина грузовик и увернуться влево от него. В данный момент у меня вообще активировано все, что касается систем безопасности, систем удержания в полосе. Еду на интеллектуальном круиз-контроле, вообще полный фулл. Вот, уже определяет грузовик, да, отруливает от него. Получается, для того, чтобы машина отруливала влево от грузовика, нужно быть в режиме интеллектуального круиз-контроля. Недостаточно просто включить удержание в полосе. Все, с этим теперь все понятно. Когда я отпускаю руки, через 800 метров машина захочет, чтобы я взял управление. Я буду игнорировать ее просьбы. Давайте посмотрим, что произойдет. Я вообще ничего не делаю, ни руками, ни ногами. Все, она тормозит до полной остановки, сигнализирует и при этом сейчас остановится и включит аварийную сигнализацию. Ну все, больше мне стоять нельзя. Еще на паркинг стала. Больше мне стоять нельзя, поэтому я поеду дальше. Останавливается до полной остановки, включает аварийную сигнализацию и становится на паркинг. Круто было, если бы она умела еще сворачивать на обочину. Так, еще один момент. Сейчас включены все системы удержания в полосе, опять же, интеллектуальный круиз-контроль. Извините, если повторяюсь, но это очень важные моменты. И посмотрим, как будет проходить поворот. Будет ли она притормаживать. Специально немного увеличу скорость. Будет ли она притормаживать. Да, все же притормаживает. Ну, кстати, комфортно притормозила. То есть очень
грамотно. Все, с этим разобрались. Она в любом случае будет притормаживать, если вы в режиме круиз-контроля. Как подведение итогов движения по трассе, когда мы имеем 2 полосы в каждую сторону минимум, с включенными системами безопасности, с включенным интеллектуальным или адаптивным круиз-контролем, очень даже удобно. Не сильно загруженная трасса, то включив все системы удержания в полосе и круиз-контроль, получаем комфорт в управлении автомобилем. Можно слегка придерживать руль, можно держать ноги в расслабленном состоянии, можно слегка отвлекать внимание, рассматривать пейзажи, немного там, может быть, отвлекаться на мультимедиа или телефон. Ехать комфортно, удобно и не уставая. Такая езда мне нравится. Ну вот так вот она притормаживает, сбрасывает, потом снова набирает. Грузовик, мы хотим к тебе. Не отпрыгивает. Что, проехала полосу. Проезжает и не удерживает в случае, если прерывистая. Что еще заметил? Если линия у нас прерывистая, то машина проезжает. Ругается, но проезжает. В случае, если линия сплошная, она по-любому будет отруливать. Она не даст вам уехать. Видите? То есть, если прерывистая, она даст вам уехать. Если сплошная, не даст вам выехать. Понятно, потому что, честно говоря, я думал, что прерывистую линию она воспринимает тоже как сплошную одинаково. Очень много нюансов, которые сразу ты можешь даже себе не зафиксировать, пропустить. И потом каждый раз открываешь что-то новое для себя. Еще раз. Кстати, пытается удержать, а сейчас пропустила. Здесь по-любому не даст выехать. Не дает. Сзади едущие автомобили думают, что-то странное с дядей впереди. Притормаживает перед грузовиком. Включаем поворот, обходим, набираем скорость. И вот в таком режиме вождения, когда уже необходимо делать ускорение, расход бензина возрастает до 11,5 литров. Если такие условия, которые можно характеризовать как тянучка, то очень удобно в таком режиме ехать.
Не нужно тебе каждый раз держать ногу на педали тормоза и газа. Просто встал, и машина держится за впереди идущим автомобилем. И протестировав систему в таком режиме, вообще все нравится, только один момент слегка напрягает. Вот, к примеру, мы двигаемся, впереди поворот, машина притормаживает, притормаживает, сбрасывает скорость. Меня это не сильно беспокоит, но главное, чтобы сзади вас не было автомобилей, потому что вот такой вот остановка со 120 до 100, сброс скорости в пределах 30 км в час. Надо понимать, что сзади могут быть автомобили, и они не готовы к такому вашему маневру. Наверное, это единственный такой важный аспект, который нужно отслеживать при движении со всеми включенными помощниками. Вот еще раз. 130. Притормаживает до... в данном случае до 120. Здесь более-менее плавно. Прошлый поворот был рисковат. Вообще в целом нравится. Я бы ехал, так вот и ехал бы. Можно так целый день ехать. Очень прикольно. Хотелось бы выехать на трассы, где 4 или 5 полос в одном направлении. Там, наверное, вообще безумный кайф.